Всем hello! Если вы следили за новостями недружелюбного соседа, то вы должны помнить РБО. Эй, а ты знал то, что у этого канала есть Discord-сервер? Да-да. Правда, актив на нем, конечно, умер, но ты можешь это исправить. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к комнатке Алексея Че. И ты можешь общаться в этом Discord-сервере и, возможно, даже с кем-нибудь подружишься. Соседы не только новые видео, новые посты и, конечно же, новости по каналу. Переходи и общайся в этом Discord-сервере по ссылке в описании. Многопользовательская игра «Прототип», сделанная Никитой Колесниковым на Unreal Engine 5. Плейтест игры начался в феврале и закончился 20 числа того же месяца. Геймплей игры довольно прост и завлекателен. В этой игре игроки разделяются на две команды – домовладельцев и грабителей. Поэтому у игрока в начале игры есть на выбор две комнаты с командами. Когда игрок определился, за кого он будет играть, на экране появляется еще один выбор. Игрок на определенный бюджет может купить себе вещи для достижения цели команды. Скрафтить всю ту же вещь для достижения, но которой нет в магазине. Если что, этот выбор представляется двум командам. После приобретения вещей двумя командами начинается основная игра. Если игрок выбрал играть за команду грабителей, то его цель будет красть вещи в доме домовладельцев, которые являются другой командой. И наворовать нужно не меньше определенной суммы, указанной на машине грабителя за 15 минут. Также грабитель может прятаться от домовладельцев в шкафах и коробках. А играя за домовладельца, нужно не дать грабителям украсть вещи и поймать. Домовладелец может ставить в своем доме защитную систему и ловушки, которые могут поймать или сами поймают грабителя. Чтобы поймать грабителя, нужно будет нажимать Space до того момента, пока грабитель не перестанет тоже нажимать Space, чтобы выбраться. И геймплей напоминает Hello Neighbor, только вместо искусственного интеллекта тут другие игроки и есть возможность поиграть типа от лица соседа. Но еще и цель другая – не пробраться в подвал, а своровать и защитить. Алекс Нечипорчик, директор издательской компании Tiny Build, упоминал фильм Don't Breathe, или же на русском «Не дышать». Сюжет фильма напоминает геймплей РБО. В фильме грабители пытаются скоммуниздить вещи деда, но дед на добрые намерения мастеров ПК решает их оставить у себя навсегда. Но как хорошо, что эта игра никак не связана с франшизой соседа, так ведь? Среди фанатов есть догадки, как будет называться игра. Самая распространенная из них Ravenbrooks Online. Файл в папке игры назван RB Online, что частично подтверждает теорию. Ну а что? По сути, RBO планировался еще в далеком 2016 году. Если честно, если игра будет относиться опять к франшизе усатого мужика, то я немного расстроюсь. Игра сейчас находится на стадии прототипа, поэтому кроме геймплея ничего не известно. Может, Tiny Build, как всегда, все испортит и, как это бывает со всеми играми соседа, добавят сюжет. Ни много ни мало, но с момента плейтеста RBO уже прошло почти 5 месяцев. И за это время появилось много контента, связанного с RBO, которым делится Никита. В RBO игроки играли за каких-то квадратных стикманов, но Никита показал концепт-арт одного из грабителей, который выглядит как я на улице зимой. У него длинные ноги и широкое тело, поверх которого серый свитер и синяя куртка с желтой полосой. На его голове красная шапка, а на одной из его рук одета черная рваная перчатка. Также у него длинные черные волосы и синий оттенок кожи. Замерз, наверное. И что еще немаловажно, есть уже готовая 3D-модель этого персонажа, которая выглядит... который разъезжает на такой вот четверке. На фото у четверки перекрашены в оранжевый цвет одна дверь и багажник. На крыше установлен багажник, а колеса авто как будто скрутили с коляски и установили их на четверку. У нашего бандита также должен быть компаньон. Ну, в его случае компаньонка, которая либо грабанула Чернобыль, либо это вот этот вот смешарик-грабитель из мультфильма «Смешарики. Начало». Она не она! Она он! Это мужик! У нее довольно большие пышные волосы, которые окрашены в голубой цвет. На ее голове небольшая кепка, надета козырьком назад. Белая футболка, джинсы и капец какие длинные резиновые сапоги. Никита говорил, что этот концепт-арт еще не финальный дизайн этого персонажа.
концепт-арт нескольких вариаций предметов. На нем изображены несколько камер, рычагов и аккумуляторов. Теперь переходим к изображениям, на которых немного запечатлен геймплей с новым персонажем. На скрине видим то, как грабитель бежит, но посмотрите на задний фон. Если в РБО будут такие локации, то радости моей нет предела. Уже на другом скрине мы от лица грабителя видим всю ту же хорошую локацию и графику. Видимо, в новой версии РБО все очень изменится. Также будет анимация грабителя, когда он прячется в коробке. И, судя по видео, теперь домовладелец может спалить грабителя по шапке, которая выглядывает из коробки. И последний скрин, на котором изображены тени грабителя, который стоит на машине. Это весь контент, который вышел за эти практически 5 месяцев, и я приятно удивлен. Я хочу надеяться на то, что этот проект в будущем никак не испортится. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Алексей Че. Видео озвучил Реджо, и всем пока.